Ребята, всем привет, с вами IT-Dog. Apple неожиданно выпустила iOS 26.6 релиз-кандидат, финальную тестовую версию перед официальным релизом. На первый взгляд кажется, что обновление скучное. Никаких новых функций, никакого нового дизайна. Но есть один очень интересный момент. Оказывается, Apple уже сейчас начала готовить iPhone к выходу iOS 27. И именно поэтому это обновление может оказаться намного важнее, чем кажется. Друзья, прежде чем мы начнем, буду благодарен, если поддержите меня лайком и нажмете на колокольчик. Ну что ж, усаживайтесь поудобнее и поехали. Сегодня разберем, что нового iOS 26.6 релиз-кандидат, зачем Apple заставляет iPhone выполнять индексацию заранее, как установить обновление и стоит ли вообще обновляться. Поехали! Что такое iOS 26.6 релиз-кандидат? Для начала давайте разберемся, что означает релиз-кандидат. Это практически финальная версия прошивки. Если Apple не найдет критических ошибок, именно эта сборка через несколько дней станет доступна всем пользователям. Поэтому релиз-кандидат обычно считается самой стабильной среди всех бета-версий. А что же нового iOS 26.6 релиз-кандидат? Если ждете новых функций, скажу сразу, их там нет. Практически нет. iOS 26.6 практически полностью посвящена исправлению ошибок, повышению стабильности и улучшению безопасности. Это абсолютно логично. Сейчас Apple сосредоточена на разработке iOS 27. Поэтому последние обновления линейки iOS 26 в основном исправляют найденные проблемы. Тем не менее, несколько изменений все же появилось. Например, теперь iPhone предупреждает, если вы пытаетесь добавить слишком много номеров в черный список. Также разработчики обнаружили в коде новую систему защиты от кражи. Да-да-да. Предполагается, что если смартфон резко вырвут из рук, он автоматически заблокируется. Ну не знаю, круто это или нет. Что вы скажете? Пока эта функция официально не активирована, но есть большая вероятность, что она появится позже. Главное изменение — это подготовка iPhone к iOS 27. И вот теперь это самое интересное. В официальном описании обновления Apple впервые прямо упомянула iOS 27. Компания сообщает, что iOS 26.6 заранее оптимизирует индекс Spotlight для будущего обновления. Что это означает простыми словами? Когда вышла первая бета iOS 27, многие пользователи заметили сильный нагрев смартфона и быстрый расход батареи. Причина оказалась очень простой. После установки система несколько дней индексировала абсолютно все данные. Фото, документы, приложения, сообщения, контакты, заметки и так дальше. Именно поэтому некоторые iPhone могли работать медленнее, почти неделю. Теперь Apple решила выполнить часть этой работы заранее. После установки iOS 26.6 iPhone начнет подготавливать базу данных еще до выхода iOS 27. В результате осенью обновление должно пройти намного быстрее и без критических проблем. А сама система станет работать стабильнее уже с первых дней. Поэтому обновление можно назвать своеобразной подготовкой к iOS 27. Как установить iOS 26.6 релиз-кандидат? Если хотите установить обновление уже сейчас, сделать это достаточно просто. Для начала необходимо войти в программу бета-тестирования Apple. После этого открываем настройки, основные обновления ПО. Далее перейдите в раздел бета-обновления. Выберите ветку iOS 26 бета, вернитесь назад и через несколько секунд появится iOS 26.6 релиз-кандидат. Остается только нажать, загрузить и установить. Перед обновлением обязательно сделайте резервную копию данных. Хотя релиз-кандидат считается практически финальной версией, это все еще тестовая сборка. Ну а стоит ли обновляться? Если говорить честно, все зависит от того, чего вы ждете. Если рассчитываете увидеть новые функции, смысла практически нет. Их здесь почти нет. Но если вы планируете устанавливать iOS 27, сразу после ее выхода обновление может оказаться полезным. Благодаря предварительной индексации iPhone
должен быстрее адаптироваться после перехода на новую систему. Если же вы не любите тестовые прошивки, можно тогда спокойно дождаться официального релиза. Скорее всего, он станет доступен уже совсем скоро. Лично мне больше всего понравилось не само обновление, а идея Apple заранее подготовить iPhone к переходу на iOS 27. Такой подход действительно может избавить пользователей от перегрева, медленной работы и быстрой разрядки батареи после выхода новой системы. А что думаете вы? Будете устанавливать iOS 26.6 релиз-кандидат или дождетесь официального релиза? Обязательно напишите об этом в комментариях. Если видео было полезным, обязательно нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Тем самым вы не пропустите новые обзоры iOS и полезные советы по iPhone и Android. До встречи в следующем ролике. С вами был IT Dog. Всем пока-пока.